Зеленский готов к заморозке войны с РФ, представитель «Единой России» отправлял школьнику свои интимные видео, а Ким Чен Ын заговорил о праве Москвы на самооборону. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украинские БПЛА в Дагестане в республике призвали не публиковать видео последствий, что произошло и куда целились. Заявление Зеленского, после которого Путин будет счастлив. Аналитики обсуждают новое решение Киева относительно условий завершения войны. На что готовы в Украине? Единорос-анонист. В России грандиозный скандал. Член команды Путина задержан по подозрению в совращении старшеклассника. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украинские дроны вновь долетели до Дагестана. Целью были военные объекты в Каспийске. От Украины до этого города более 1000 километров. И это уже второй налет лишь за ноябрь. При этом в Дагестане заявляют лишь о попытке атаки, но при этом запретили публиковать фото и видео. Как всегда, настаиваю на необходимости сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. Напоминаю, что размещение фото и видеоматериалов грозит ответственностью, вплоть до уголовной. В Украинском центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, чем интересен Каспийск с военной точки зрения. Отмечу, что порт Каспийска служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных воинских подразделений ВС РФ. Кроме того, он расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставок оружия в Россию. Беспилотники из Украины стали причиной для паники в аэропорту Махачкалы. Там на несколько часов была остановлена работа. В регионе был объявлен план «Ковер». Как ранее рассказывала команда «Нехта», в начале ноября ударный дрон ВСУ успешно приземлился в порту Каспийска. Тогда местные жители массово публиковали яркие кадры падения беспилотника. Российские войска оккупировали 3 населенных пункта Украины. Об этом сообщает украинский мониторинговый канал Deep State. Речь идет о небольших селах, которые находятся на тех направлениях, которые сейчас являются основным центром боевых действий – Покровском и Кураховском. Украинские аналитики сообщают о потере Желтого, Пустынки и Раздольного. Кроме того, о продвижении оккупационных войск России в районах еще 4 населенных пунктов Донецкой области. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает об успешной операции в Крыму. Разведчики уничтожили сразу 3 радиолокационные станции, одну К-102Е2 и 2 РЛС «Подлет». Стоимость только одной станции «Подлет» — $5 миллионов. За последнюю неделю российская армия потеряла 3 единицы такой техники. Это глаза практически всей ПВО противника, плюс штабов, которые проводят определенное управление по направлениям. То есть это станция, которая могла уже, можно говорить, она уничтожена, могла видеть на малых и предельно малых высотах. Штанга поднимается там на больше десятка метров, определенный механизм охвата довольно-таки широкого, и на предельно малых высотах они могли срисовывать стелящиеся у земли ракеты, самолеты, вертушки, то есть все, что идет на предельно малых высотах. Там хорошие фильтра стоят от помех от земли, потому для нас было очень важно ее уничтожение. ГУР занялась, молодцы, выполнили эту задачу. Ну, а видно, по Крыму продолжается, то есть после полугодового, наверное, перерыва продолжается выполнение основной задачи перед освобождением, это завоевание превосходства в воздухе. Зеленский ошеломил своим новым заявлением, которое касается завершения войны. Аналитики пишут, что Путин будет счастливым после слов украинского президента. В интервью Sky News Владимир Зеленский заявил, что для остановки горячей фазы войны НАТО необходимо взять под защиту ту часть Украины, которая подконтрольна Киеву. Эксперты трактуют такое заявление как готовность Зеленского к заморозке войны по линии фронта.
we must not make any mistake. Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО ту часть Украины, которая находится под нашим контролем. Это нужно сделать быстро, а затем Украина сможет вернуть оставшуюся часть своей территории дипломатическим путем. Вот что я сказал. Однако это предложение никогда официально не обсуждалось, потому что никто нам такого не предлагал. С юридической точки зрения мы не можем признавать оккупированную территорию как территорию России. Это невозможно, это противоречит Конституции Украины. Аналитики Sky News считают, что это заявление Путин может воспринять как личную психологическую победу. Кроме этого, в интервью Sky News Зеленский раскритиковал Запад, который хочет, чтобы Украина отправляла на фронт 18-летних. Он заявил, что Киев не может бросать молодых людей в бой, и проблема не в мобилизации, а в недостатке оружия и техники для военных. Кстати, что думаете о таком варианте вступления Украины в НАТО? Оставьте свое мнение в комментариях. Параллельно с такими заявлениями Зеленского Запад решил оценить популярность и рейтинг украинского президента после практически 3 лет войны. Одно из самых авторитетных изданий Великобритании The Times пишет, что Зеленский, возможно, и сплотил Украину против России, но коррупционные скандалы и усталость от войны нанесли ущерб его имиджу, и большинство избирателей предпочли бы, чтобы он не баллотировался на 2-й срок. Издание опирается на опрос, который был проведен 26 ноября по заказу американской консалтинговой компании, которая работает с мировыми лидерами и политическими партиями, в частности, проводит опросы. Согласно их данным, только 16% проголосовали бы за переизбрание Зеленского, 60% против. Кроме того, если бы украинцы выбирали нового президента, то победил бы бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Остается неясным, когда украинцы смогут выбрать своего следующего президента. Срок полномочий Зеленского истек в мае, но новые выборы были отложены на неопределенный срок в соответствии с военным положением, которое было введено в начале российского вторжения в 2022 году. Подавляющее большинство украинцев поддерживают этот шаг, ссылаясь на опасность и логистические проблемы, связанные с проведением общенационального голосования в военное время. Авторы материала пишут, что критики Зеленского недовольны его медлительной реакцией на вызовы военного времени, также тем, что он окружил себя людьми из студии «Квартал 95». Ударили по имиджу и коррупционные скандалы. Тем не менее, The Times приходит к выводу, что, несмотря на все эти проблемы, Зеленский – это самый молодой президент страны, и он войдет в историю как человек, который противостоял Путину и вдохновил Украину на сопротивление. А какое у вас отношение к украинскому президенту? Напишите об этом в комментариях. Заместитель Лаврова заговорил об обмене ядерными ударами между РФ и США. Рябков уверяет, что такая вероятность существует. Все, что нужно сказать по сценариям применения ядерного оружия, с нашей стороны сказано. Сказано президентом, отражено в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания. Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует. В российском МИДе при этом уверяют, что РФ не допустит такой войны. Отмечу, что о применении ядерного оружия как ответ на действия России на Западе не говорят. Этого нет в повестке западных лидеров. Тем временем разговоры о ядерном оружии – это любимая тема в России. В Москве неоднократно говорили об ударе по так называемым центрам принятия решения в Европе. Угрожали стереть с лица земли Варшаву. В то же время в своем недавнем отчете американская разведка пришла к выводу, что реальный риск применения России ядерного оружия пока отсутствует, несмотря на все словесные угрозы. Скандал на всю страну. В Алтайском крае лидер отделения крупнейшей политической партии «Единая Россия» был арестован после обвинений в совращении школьника. Человека из команды Путина, Сергея Харченко, который работал директором лицея, отправили в СИЗО на 2 месяца, пишут российские СМИ. А все из-за видео, которое он отправлял старшекласснику. Мать подростка уверяет, что Харченко снимал процесс самоудовлетворения. Это произвол! Я никуда не поеду! Заявление в прокуратуру! Зачем вы это исполняете? Ну что? Заявление в прокуратуру не дали положить! Сейчас подложили мне какие-то порнографические вещи и хотят обвинить меня! Вы сами мне это говорили, зачитывали.
А вот так подозреваемый Харченко из Славгорода вел себя при задержании, пишут «Осторожно, новости». В 2-минутном ролике, который был опубликован в сети, Харченко говорит о сфабрикованном против него деле. В то же время коллеги единоросса пообещали исключить его из партии, если информация о переписке со школьником подтвердится. Параллельная реальность Ким Чен Ына. На встрече с министром обороны РФ Белоусовым северокорейский диктатор заявил, что Россия имеет право на самооборону для защиты своей территориальной целостности, на которую посягают империалисты. Такое заявление опубликовали государственные СМИ КНДР. Ким Чен Ын порадовался и российскому удару орешником по Украине. Недавний контрудар российских властей и армии против Украины является своевременной и эффективной мерой, чтобы дать понять США, Западу и Украине, которая прибегает к безрассудному военному авантюризму, всю серьезность ситуацию и волю России к жесткому ответу. Правительство, армия и народ КНДР неизменно поддержат политику Российской Федерации по защите ее суверенитета и территориальной целостности от попыток империалистов установить гегемонию. Ким Чен Ын, судя по всему, так и не понял, кто на кого напал. При этом в Пхеньяне пообещали расширять связи с РФ во всех областях. Напомню, что по данным разведки Южной Кореи, КНДР направила в РФ уже более 10 тысяч своих военных, которые сейчас дислоцируются в Курской области. И в Беларуси силовики Лукашенко охотятся не только за гражданами своей страны. Уже как минимум 19 иностранцев были задержаны за так называемую агентурную деятельность. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Среди тех, кто оказался за решеткой белорусских СИЗО или же колоний, есть граждане Польши, Латвии, Литвы, Украины, Японии и Германии. В общей сложности им всем назначили 135 лет заключения по разным статьям, сообщают правозащитники. И уточняют, что детали уголовных дел, в частности обвинений, а иногда даже конкретные сроки заключения по некоторым людям неизвестны. Причина проста. Подконтрольные Лукашенко суды проходят в закрытом режиме. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.